Всем привет! С вами Ксен, а это пятый выпуск рубрики «Проверка нейросетей». Недавно я наткнулась на бету нейросети Kria AI, про которую до этого я ничего не слышала. И именно ее сегодня мы будем проверять. Быстрый вход через Google. Спасибо. Мы знаем, что у некоторых проблемы с синхронизацией аккаунтов, но не в данном случае. Поскольку мы пытаемся быть объективными, будем генерировать по тем же запросам, что и в прошлом видео. 4 варианта изображений. Напомню, какие у нас есть категории. Первое – персонаж с характеристиками. Второе – знаменитость. Третье – фон. И четвертое – предмет. По порядку. Традиционно пытаюсь сгенерировать себя. Так, подождите, это генерация в прямом эфире? Вот это класс! Сразу можно посмотреть, как меняется от промптов изображение. Очень круто, очень круто. К сожалению, добавить цветные пряди все равно не получается. И проблемы с цветом глаз, крыльев. Но, идея генерации в прямом эфире очень крутая. И справа также мы можем попробовать разные стили. Можно сделать быстрый апскейл и полный. Функционал офигенный. Попробуем сделать апскейл. Viber Mini, здравствуйте. Они любят так показывать улучшения со своим апскейлом, но Rimini работает с лицами людей, натренирована на них, а здесь апскейл прям на все идет. Некоторые детали меняются с апскейлом, но в целом получается очень здорово. Так, теперь попробуем дорисовать как раз таки недостающие детали. Исправить пряди, цвет глаз и прочее. Да, мои навыки рисования мышкой просто идеальные. Но что-то нас не слушается нейросеть. О, тут можно закинуть арт как референс. Давайте возьмем, который я генерировала к Новому году. Классно схватывает позу. Вот тут вообще без вопросов. Но цвета вообще не те. Ладно. Усложняем задачу, сделаем 2 персонажей. Кстати, почему я выбираю такую комбинацию? Парень с длинными белыми волосами, девушка с короткими черными. Потому что нейросети очень любят давать белые волосы девушкам, черные мужчинам. То же самое с длиной волос. Собственно, что мы видим и здесь. Но добавляя теги, нам как-то удается прийти к нашему запросу, что довольно классно. И опять все азиаты. Давайте угадаем, кем создавалась нейронка. На апскейле плащ превратился в волосы, но все равно внушительно. Попробуем сгенерировать знаменитость. Кто же это будет? Забавный момент. Я перепутала первую букву имени и получила более азиатского Илона Маска. А если я ставлю правильную, то все хорошо. Прикольно, забавно. А я только похвалила. Что это? Лошадка. Давайте попробуем все варианты стилей. Вот, тут даже не придерешься. Сидит на драконе. А при апскейле лицо стало более похоже на Илона. Значит, при апскейле промпты он все же учитывает. Дракон стал немного котиком с человеческими руками. Окей. Камень стал тряпками и... О, господи, руки, крепота. Ладно, забыли. Теперь попробуем сгенерировать фон. Бальный зал. И еще чекнем с танцующими людьми. Понятно, смесь конечностей. Идем назад. Апскейл очень классный. Вот бы во всех нейросетках такой был. Да-да, Midjourney, к тебе это тоже относится. Посмотрим, как дела будут с более современной комнатой. Геймеры, узнаете свое жилище? Ладненько. Теперь 4-й запрос на предметы. Начнем с розочки с каплями воды. По-моему, очень годно. Теперь попробуем с айфоном. Тут, как и в Гервин, мы видим стиль продукты. Фотосессия с апельсинами провалилась. Тут однозначно выигрывает Гервин. А что насчет ноутбука?
О, а с ним дела обстоят получше. Хочу обратить ваше внимание, что обычно по одному и тому же запросу нейросети генерируют всегда разные результаты. Невозможно получить то же самое, написав одинаковый промпт. Тут же они всегда одни и те же. Может, мне показалось, но давайте прямо сейчас это проверим. Да, мне не показалось, и это уже проблема. То есть, если кто-то напишет точно такой же запрос, он получит точно такой же результат. И это очень ограничивает использование. Ну да, мы помним, что это только бета. И очень приятно работать с нейросетью, где ты сразу видишь результат своих промптов и в прямом эфире можешь их заменить. Дорисовка пока не работает качественно, но хотя бы хватает позу. Также на сайте есть как отдельная функция Upscale. А пока что мне кажется, что это самая сильная часть этой нейросети. У меня как раз есть фон, который низковатого качества. На нем мы проверим. Окей, это чуть крипово. Нейросетка сама промптами описала мою картинку. Это круто, это круто. Угу. На самом деле, это просто супер. Понятно, какие-то штуки надо подправить в фотошопе, но черт возьми, это лучшая нейросетка по увеличению изображений, что я видела. Еще и при скачивании без водяного знака. И она бесплатная. Ладно, попробуем еще один фончик. Угу, только похвалила. Ладно, с людьми у Upscale еще проблема. Проверим на арте с более четкими людьми, потому что здесь это все-таки силуэты. Да, с аниме или просто артами мы уже поняли, что нейросеть не очень знакома. Ну, в плане лиц. Как мы видим, она делает их более реалистичными. Но посмотрите, как классно получается броня и одежда. Просто конфетка. Ну и побалуемся маленькими функциями, такие как создание паттерна или лого. По сути, это просто Ctrl-Net в форме чего-либо. Угу. Если лого на прозрачном фоне он не понимает, надо только на белом. Ну да ладно. Ожидаемо, чем проще запрос, тем лучше результат. Попробуем анимировать. Ну, ладно. Переходим к следующему. Пробуем теперь создание паттерна. Интерфейс тут точно такой же, поскольку вся система одинаковая, просто они решили это выделить в две отдельных категории. О, и кстати, здесь можно написать свой текст. Так и поступим. В половине случаев текст теряется. Ну да, идея, что при прищуривании мы видим текст, ну или сразу, зависит от промпта. Штучка на поиграться, я пока не вижу никакого практического применения этому. Вердикт. Идея генерации в реальном времени очень классная. Вопросики по алгоритмам, когда нам выдает одно и то же. По стилям тоже есть вопросы, поскольку пресет иллюстрация не выдает иллюстрацию. Но этот Upscale. Конечно, он все еще не идеален на 1000%, но, на мой взгляд, сейчас это лучшее, что есть на рынке. При этом нет кредитов, валюта, сохранение идет без watermark. А также вспомним, что эта нейросеть все еще в бете. Поэтому пожелаем разработчикам удачи и будем следить за обновлениями. Проект выглядит многообещающе. Спасибо, что были с нами. Пишите в комментариях, какие нейросети вы бы хотели, чтобы я проверила в следующем выпуске. Ссылки на все нейросети, что я упоминаю, вы можете найти в описании ролика. И отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня и выход новых роликов на Бусти. Всем пока и до новых встреч!